Этот фестиваль мы с Леной вместе делаем уже 12 лет. За 12 лет фестиваль вырос в целую творческую лабораторию. Сейчас это не только музыка, а мы говорим, что музыка – это в некотором смысле антислово. Но сейчас фестиваль – это и музыка русского языка, это и русский язык через музыку. И мы очень ценим наше сотрудничество и с фондом «Русский мир», и с фондом Владимира Спивакова, и с фондом Владимира Крайнева, с которых приезжают к нам стипендиаты и участвуют в наших концертах. Это событие с огромным потенциалом. Поэтому сказать, что все понятно, ясно и исчерпывающе, наверное, нельзя будет сказать и через 20, и через 100 лет. Настолько красочная палитра этого фестиваля, настолько разнообразные люди, которые в нем принимают участие. С прошлого года у нас практически около 20 стран принимает участие в фестивале. We are coming from Iran. Yes. We're coming from Italy. I'm from Israel, and this is my first time here. I came with my teacher. She told me to come, and I really enjoyed being here. There's a lot of music. You really feel like everyone and how they all practice and work hard, and makes you want to work hard too. Очень все здесь бурлит буквально. Здесь каждый день происходит миллион событий, происходят какие-то концерты, уроки, естественно. В течение года я преподаю в Королевском колледже в Лондоне, в Итон колледже. И там, естественно, студенты, которые со мной постоянно занимаются и регулярно. И идет совершенно другой рабочий процесс. Здесь же я познакомилась, вот, например, с Елизаветой и с Гретой, да, вот прямо здесь. Здесь в каком-то смысле это стресс, но стресс хороший, который стимулирует, который дает результат. И вот мальчик только что сыграл на концерте первый раз большую пьесу Шопена, как бы он сам от себя не ожидал, что он вот за такой короткий срок сможет и все сделать. И вот подходили люди, поздравляли, там комплименты говорили. Мне это тоже приятно, как педагогу, естественно. Профессора, которые приглашены сюда, это люди огромного таланта и уже по-настоящему известные во всем мире, можно сказать. Или же есть молодые, очень талантливые, начинающие, которые тоже очень интересные люди. Очень хорошая организация здесь. Для каждого ребенка здесь находится время. Очень позитивно, что дети здесь каждый день концерты, дневные и вечерние. Конечно, здесь и отчасти и отдых, и работа. Ну, работа, конечно, у каждого разная. Есть у меня, например, студенты, которые выучили здесь за 3-4 дня новые произведения и тут же их играли на фестивальных концертах. Ну и, конечно, концерты педагогов тоже, когда профессионалы высочайшего класса из разных стран играют и на высочайшем уровне. Это для студентов, для ребят, это тоже огромная школа. Я должен сказать, что фестиваль носит такую просветительскую функцию. Например, я столько лет в музыке классической, да, профессионал, а впервые услышал, например, квартет Шнитке в исполнении наших профессоров. Это меня очень впечатлило. Это действительно незабываемый опыт, потому что здесь можно практиковаться каждый день, и ты можешь играть на сцене буквально каждый день, если только захочешь. И это невероятно. Здесь закладывается основа следующего учебного года. Здесь разбираются и не только разбираются. Я заставляю их на концерте сыграть. Пусть даже не до конца сделанное, но уже попробовать то, что они будут играть
в учебном году. Вы представляете, они все уезжают, у них по одному-два произведения новых. А это очень много, это очень хорошо, это задел большой на следующий год. Нельзя повесить скрипочку на гвоздик или поставить фортепиано за шкафчик и этим ограничиться, бегая 3 месяца в каникулярное время по улице, ничем не занимаясь. Да? Можно потерять многое то, что уже сделано, и не подготовиться к будущему. И такие мероприятия, как фестивали и мастер-курсы, которые проводятся в рамках фестиваля, очень полезны. But it's also very nice to meet new people, and you can learn from each other every time someone else plays. And it's nice to listen and to be listened to, because we can all understand the language of music. Здесь открыты двери для всех, чтобы идти и слушать другие мастер-классы, не только к себе, к профессору ходить, к своему, можно к другим, и все очень свободно. We can go technically wherever you want, and I really like this place. We have a professional accompaniment, not just before concert, and most of the time we also had him just playing with us. We learn a lot here. Здесь каждый получает то, что он хочет. I really like it here. I like that I can go and have lessons every day, and also like orchestra and different things, and I can also go and swim in the sea and get a tan. Всегда, когда ты находишься, конечно, на море, под палящим солнцем, ты расслабляешься ненароком, но, несмотря на это, заниматься здесь очень приятно. Эта расслабленность придает тебе раскованность. И в занятиях самостоятельных, и в занятиях с профессором, и на концертах тоже. Это очень приятное чувство, которое, к сожалению, сложно добиться иногда дома во время учебы. Практически каждый год меняется время, значит, и там место проведения фестиваля, да, и это тоже хорошо, что нет какого-то одного места, да, которое уже бы надоело. Ξεκινήσαμε από τη Λέσβο, μετά πήγαμε Ρόδο, μετά πήγαμε Λουτράκι, Πορτοχέλη και τώρα να είμαστε εδώ, στην Αθηναϊκή Ривьера. Я удивляюсь, насколько люди преображаются, приезжая сюда, в Грецию, насколько сама по себе атмосфера непринужденная этого фестиваля делает всех, и меня в том числе, лучезарней, гармоничней, спокойней и насыщает какой-то доброй энергией. Диплом Гран-при и титул лауреата присуждается Мария Бедунина. Все организовано идеально просто, потому что я много бываю на мастер-классах, и могу сказать, что это одни из самых лучших мастер-классов по организации. Этот мастер-класс по сравнению с другими, которые я делала, он, честно говоря, я его ставлю выше всех. Τόσα όμορφα παίξηματα, τόση ωραία άβρα θετική μεταξύ των συμμετεχόντων και των παιδιών, των μαθητών, από 5. Если говорить одним словом, то фестиваль – это счастье. Это то счастье, которое мы дарим детям. Я счастлива. Все счастливы. Греция прекрасна, фестиваль чудесен. И я думаю, что теперь у нас еще больше новых друзей. It's a very good chance to be here. I think the most important thing about this festival is it motivates the children, it motivates the students
to pursue their musical career. Этот фестиваль – это отличная возможность разобрать новую программу с профессором, обыграть ее, поиграть для замечательной публики, побывать в потрясающей стране и в целом наполнить свою жизнь не просто незабываемыми впечатлениями. Огромное спасибо этому фестивалю за такие невероятные возможности. Я знаю, что в июле месяце после приемных экзаменов в Москве я уезжаю сюда на фестиваль. И это каждый год. 12 ZEUS International Music Festival. Done. До новых встреч. Стоп, снято.